Немногие понимают, что происходит на самом деле. Врать не буду, я тоже не понимаю. Но как историк, писатель, как человек, там побывавший, имеющий там родственников, друзей, знакомых, я считаю необходимым поговорить с вами, дорогие друзья. Начнем издалека. Профессия обязывает. Не будем трогать Киевскую Русь, потому что Киевской Руси такого на самом деле не было. Это придумка историков, кстати, как и Византия. Украина, слово существовало давно. Это известно из тех же польских летописей, хроник, но подразумевало под собой совершенно иное, чем трактуется сейчас. Итак, вторжение Батыя, крушение русских княжеств, переход их под вассалитет иных государей. Бывший русский северо-запад, потом ставший Белоруссией, княжество Турово-Пинское, Полоцкое, Витебское, Минское, Новогрудское, отходит под власть князей литовских. Кто они были по происхождению, дело темное, здесь мы трогать это не будем, потому что на самом деле есть масса версий, откуда взялся Миндовк, откуда привел свою дружину и почему он, воцарившийся на Новогрудке, затем переехал в Вильню и объявил себя, или, скажем так, был признан соседними государями правителем этих территорий. Оставим в стороне также северо-восточные территории бывшей Руси, ставшие вассалитетом Орды. Владимирское, Московское, Рязанское княжество. Каким-то образом здесь выбивается немножко из общей картины Тверь и Великий Новгород, но их мы трогать не будем, это не предмет нашего разговора. Княжество русского юга-запада, изначально потеряв свою субъектность, Галицко-Волынское княжество существовало достаточно долго, даже один из галицких князей короновался папой-королем, но очень скоро вся эта музыка закончилась. Уже в начале XIV века начались притязания соседних государств на эту территорию, обкорнанную до нельзя. По итогу всех польско-литовских терок образовались две Руси. Русь польская – это нынче территория Львовского, Тернопольского воеводств или областей. Скорее, все-таки уже воеводств. Но пока области. Часть Волынской области с Луцком и часть Закарпатья, Коломыя и чуть дальше. Также образовалась Русь Литовская. Это нынче Житомирские, Киевские. Это было Киевское Братславское воеводство. Это территория частично Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой областей и дальше на юг до Братслава. Братславское воеводство было пограничным. Все, это были две Руси. Две Руси, принадлежащие одна Русь польская, польской короне, вторая Русь литовская принадлежала Вильне, Великому княжеству Литовскому.